Помни, я лишь предлагаю узнать Сюжет ФНАФ. больше ничего. Большое спасибо подписчикам на Бусти, в особенности Ваня Вербицкий, Никита Тиняков, Нарисованный прямоугольник, Капуста Лазарев, Лёлик Зубенко, Аваечка, Володя Баев, Фокс Юнит, Ян Филатенко, Уй Квадратного, Дмитрий 124213, Тапков 142, Семизаров Эрвин, Димак 55561, Коко, Мета Базилио, Мистер Сурсович, Матвей Клименко, Федор 02, Утка, Легавр и Лейзи Роджер. Официальная раскраска по ФНАФ. Так, ну вроде прикольно. Вот можно женщину разукрасить. Вот этого типа. Даже слона можно. Целых 96 страниц кайфа. Правда, одни и те же картинки повторяются постоянно, и фоны скучноватые, но раскраски очень хорошие. Похвалите еще раскраски. Ну как их еще похвалить? Ну зашибись раскраски. Классные раскраски. Как их еще похвалить, блин? Ладно, видео на самом деле не про раскраски. Оглядываясь назад на разбор всех книг по ФНАФу, есть, знаете, ощущение, что я что-то забыл. Забыл и забыл, значит, не так это и важно. Да, и то верно. Журнал по безопасности перечеркнуто выживанию. В том видео ему просто не нашлось места. Разбирать журнал до трилогии и ужасов Фазбера было бы неправильно, так как чтобы полностью его понять, надо шарить и за ремнанты, и за поле нулевой точки, и за, прости господи, аллегории. Опихать разбор журнала под самый конец выглядело бы не очень, после всего-то произошедшего. Но тем не менее, этот журнал, или же как его называют фнаферы, логбук, не знаю почему, логбук, наверное, дофига логичная книга. Так вот, он важен, и благодаря нему действительно можно понять истинный сюжет. Так что почему бы мне не срубить сделать отдельное видео по логбуку, как эдакий эпилог? Что ж, встречайте, мозговзрыв 12,5, или же книги про Мишку Фредди, послесловие. Раскраски! Слушай, Гигабони, я думаю, нам надо познакомиться поближе. Как-никак, ты теперь живешь в моем доме. Расскажи о себе. А что рассказать? Ну, например, какие тебе игры нравятся? Мне нравятся масштабные, чтобы там контента горы были и постоянно что-то новое появлялось. Тогда тебе точно надо поиграть в бесплатный онлайн-экшен War Thunder. Ведь там просто полным-полно наземной, воздушной и морской техники разных эпох. А с недавней обновой Apex Predators в игру завезли легендарные самолеты 4-го поколения МиГ-29, F-16А и Торнадо. Также более 40 новых и обновленных видов техники. А еще теперь можно зарубиться на полностью новой локации Золотой карьер и переработанной зимней карте Польша. Визуальные эффекты докрутили, и они стали еще эпичнее. Башни у танков отлетают от взрывов, а самолеты прошиваются насквозь. А какая тут кастомизация? Уф! Можно настроить камуфляж, разных уникальных скинчиков нацепить, стикер бахнуть. В общем, все для вашего творчества. Так что переходи по ссылочке в описании и бесплатно качай War Thunder. По этой же ссылке все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и больше, получат 500 000 серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, 3 премиумные машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку и множество других бонусов. Но поторопись, сезон с такими подарками скоро закончится. Ссылка в описании. Что вообще представляет из себя данная книга? Думаю, вы натыкались в книжных магазинах на штуки в духе «Уничтожь этот блокнот». Ну тот же дневник Диппера и Мейбл, например. На каждой странице юному читателю дается какое-то творческое задание. И именно такая концепция у журнала по выживанию. Разукрась картинку, дорисуй комикс, найди слова, пройди анкету, кого бы ты обнял, Фредди или Фокси. Или вот, например, если вы умрете ужасной смертью в результате несчастного случая на работе, кого вам будет больше всего не хватать перед смертью? Ну типа поняли, вроде все такое детское, а потом... И разрыв шаблона. Это все, конечно, здорово, но не совсем ясно, на кого рассчитан этот журнал. Только ребенку будет неиронично интересно выполнять все эти задания.
Вот только книга у нас не детская. Этот момент уже проскакивал в файлах Фредди в сегменте с рецептами. В этом кроется проблемность ФНАФа и других хоррор-инди-игр. Весь сюжет строится на мрачнике про маньяка-убийцу и его жертв. 18+, страсти-мордасти! Но при этом 90% фан-базы — это дети. Так. Скотт Коутон очень любит добавлять в свои произведения двойное дно. Это не просто VR-игра, а это игра внутри вселенной FNAF. Это не просто набор страшилок, а это аллегории на события игр. Ну и логбук не остался в стороне. Это не просто журнал с заданиями для детей, а это книга, что существует в игровой вселенной FNAF. Мол, именно такие книженцы Fazbear Entertainment раздавала своим охранникам во времена FNAF 1. И конкретно этот экземпляр принадлежал Майклу Афтону. Невероятно, нам наконец раскроют этого персонажа. Что побудило его работать в пиццерии? Какие он испытывает переживания? Что он в целом думает и о чем мечтает? На все это книга нам не ответит, ведь она, пустая. Ну а хотя все правильно, во FNAF 1 охранником по сути были вы, вам и заполнять. Каждый Майкл Афтон персонализирован. Ладно, все же какие-то записи Майкл оставлял. Ну знаете, как типичный школьник с учебником. Что-то где-то подрисует, где-то пару слов напишет. И именно по этим каракулям нам и предлагают понять персонажа. Причем Майкл не единственный, кто пишет в журнале. То и дело, вы будете натыкаться на полупрозрачный текст, который будет задавать наводящие вопросы. Вечеринка была для тебя? Что ты помнишь? Ты помнишь свое имя? Помнишь меня? При этом Майкл вроде как не видит этот текст и на него не отвечает. Книга кем-то одержима, она полна загадок и аллегорий. Решив небольшой квест с номерами страниц, можно будет собрать имя Кэссиди, а это... А кто это? Судя по тому же ребусу с буквами, где постоянно повторяется «It's me», люди сделали вывод, что Кэссиди — это Золотой Фредди. А знаете, кто еще был Золотым Фредди? Плачущий мальчик. И тут начинается самая веселуха. Ведь Кэссиди — это, наверное, самый противоречивый персонаж FNAF-а. Смотрите, в конце FNAF 7 есть вот такой экран с могилами. И если наложить сюда финальный экран из FNAF 3, то можно будет четко определить, чья душа в каком аниматронике. Одна могила при этом скрыта, и именно она, по идее, должна принадлежать Золотому Фредди, то бишь Кэссиди. Теперь обращаемся к трилогии романов, ведь они же раскрывали персонажей. Тут у душ детей тоже есть имена, но они тут другие. Кэссиди здесь Бонни, а в Золотом Фредди, как вы помните, Майкл Брукс, которого в играх вообще не было. Но этот факт мы не берем во внимание. Мы берем тот факт, что она тут черноволосая девочка. Хорошо. Теперь возвращаемся во FNAF 7, ведь там Золотой Фредди создавал для Афтона персональный ад, что можно понять из фраз аниматроников. И в этих фразах аниматроники говорят о душе в Золотом Фредди в мужском роде. Но этот факт мы тоже не берем. А еще тут мелькает фото Кэссиди, и это фотография светловолосого мальчика. Но этот факт мы тоже не берем. Это было сделано по приколу. А во FNAF 9 Кэссиди уже представлена как светловолосая девочка. Этот факт мы берем. Тут два варианта. Либо Кэссиди не бинар, либо теория шита белыми нитками. Это мы берем, это мы не берем. Короче, подстраиваем все так, чтобы это подходило под наш шизосюжет в голове. Ну да ладно, вернемся к журналу. Кэссиди, значит, пытается с кем-то наладить диалог. И судя по вопросам, этот кто-то плачущий мальчик. И есть даже теория, что плачущий мальчик ей отвечает посредством измененного текста в журнале. Вот прикол, Майкл, значит, заполняет журнал, а тем временем Кэссиди с Плакичем журнал как WhatsApp используют. Ну точнее, был бы прикол. Теория тоже довольно хлипкая, и если совместить то, что пишет Кэссиди, и как ей якобы отвечает Плакич, выйдет примерно так. Смайлик, Bluetooth, шарик, Б. Что, блядь? СМС, лампочка. Так с кем тогда общается Кэссиди? Кому ты обращаешься? С Майклом? Ведь посмотрите, что нарисовал Майкл. Кошмара, которого по идее мог видеть только плачущий мальчик.
Неужели вы хотите сказать... Да ну не... Это очередная уловка. Этот факт мы не берем, это по приколу сделано же, да? Черт, ну должно же быть всему этому разумное объяснение. Так, кошмар. Кошмар по-английски nightmare. Точняк. Теперь все стало на свои места. Кэссиди общается с Майклом как с укушенным, потому что в Майкле сидит агония его младшего брата в виде Шэдоу Фредди. От этого Майкл видит кошмары от лица его младшего брата и в целом начинает определять свой гендер как плачущий мальчик. Честно, если бы все ограничивалось бы только этими недотеориями, что шиты белыми нитками, я бы не стал делать отдельное видео про логбук. В очередной раз нам накидали случайных фактов, а ты выбирай, что лично тебе подойдет под твой хэдканон. Но есть тут и кое-что важное, а именно намеки на теорию, которая может объяснить буквально все во ФНАФе. И это даже не кликбейт. Кэссиди здесь пытается как бы восстановить память Плакичу, собрать его личность воедино. Чем-то подобным занимался Голден Фредди в трилогии романов. И это же обещал Плюшбер во FNAF 4. Память плачущего мальчика крайне важна. И да, сейчас я буду говорить про теорию Memory Victim. Вернемся во FNAF 4, где плачущий мальчик и появился первый раз. Помните мини-игры? А помните, что в них были разбросаны всяческие детали, которые отсылали на будущие события по таймлайну? Разобранная игрушка Мангл, отваливающийся клюв у той Чики, ну и плюштрап, который был плюшевой версией маньяка-убийцы в робокостюме зайца из будущего. Для одних это были первые звоночки, что FNAF стал пихать отсылки ради отсылок. Другие же придумали теорию сна, и это очень огорчило дядюшку Скотта. Первые 3 игры люди поняли просто прекрасно, но затем вышла 4-я, и ни единая душа не смогла найти там кусочки. После этого заявления все, конечно, зашевелились, но кроме теории сна ничего нормального-то предложить и не смогли. Затем вышел FNAF 5, и внимание переключилось уже на другое. А ответы на вопросы, что значили эти пасхалки, что в сундуке, никого как будто уже и не волновали. Но затем начали выходить книги и добавлять во франшизу Ремнант, Агонию, Поле нулевой точки, и кое-что начало проясняться. Помните, я говорил, что человек выделяет в атмосферу свои намерения, а значит во FNAFе мыслями можно буквально управлять реальностью. Например, в рассказе «Подойди ближе» Фокси пожелал пацану лишиться глаза и руки, и далее с ним постоянно происходили случайные события, которые норовили оттяпать пацану данные части тела. В лавке мясника тесак, висящий на гвоздике, внезапно упадет. На рыбалке крючок чуть не попадет в глаз, или циркулярная пила вдруг сорвется с цепи и полетит ровно в мальчика. А затем мать. Это явно не злой дух Фокси, вселяется то в крючок, то в тесак, то в мать. Нет. Это именно сама реальность теперь работает таким образом, чтобы намерение Фокси сбылось. И оно сбывается. И я думаю, вы уже уловили основную идею. Все, что видел плачущий мальчик, все, что он слышал от других детей и все, чего он боялся, вся его память была выплеснута в поле нулевой точки во время укуса 83. И затем все это начало происходить наяву. Пацан буквально хакнул этот мир. Хотя, вернее сказать, проклял этот мир. Ведь именно из-за него и начали происходить убийства. Из-за него начали появляться новые аниматроники. Из-за него в Харрикиновском поезде начался сущий кошмар. Сама же душа плачущего мальчика была разбита на кучу маленьких кусочков и находилась... То там, то сям, со всех сторон. Плачущий же мальчик не вселялся в Золотого Фредди или любого другого аниматроника. Он буквально вселился во FNAF. Ты не просто плачущий мальчик, ты и есть FNAF! И я не говорю сейчас метафорически, риторически, поэтически, теоретически или как-либо еще. Я FNAF воплоти.
И если эта теория верна, я не знаю даже теперь, как к плачущему мальчику относиться. Ну да, он страдал, жизнь не сахар, но из-за него пострадало людей в 10 раз больше. Знаете, как в том меме, как я черканул другу в тетради и как он отомстил. И даже если он сделал это все не специально, это все равно накладывает на Плакича слишком много ответственности. Детей жалко, черт, да даже Уильяма жалко. Представьте, вы улыбчивый, плотно сбитый бизнесмен. Ведете спокойно дела, семья есть большая, а затем прокатывается ремнантовая волна и все. Теперь вы резко хотите убивать, потому что какому-то пацану что-то не то показалось. Ну и этот пацан ваш сын. А я еще гадал, а почему же Афтон ни с того ни с сего Чарли убил? А вот оказывается поэтому. Вот и вся мотивация. Это произошло, потому что это должно было произойти. Потому что теперь вся реальность пляшет под дудку разбитой памяти Плакича. И прекратить эти ужасы можно только собрав душу плачущего мальчика воедино. Именно поэтому во FNAF 3 буквально все пытались успокоить плачущего мальчика, который находился в разных местах и как будто бы повсюду. Поэтому во FNAF 6 нужно было собрать всех персонажей вместе, ведь каждому из них была прикреплена часть души Плакича. А слова Генри еще больше подтверждают эту теорию. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. Почему же после FNAF 6 история продолжилась? Ну, видимо, осколки души Плакича так и не были собраны до конца. А может быть, плачущий мальчик уже и ни при чем. Убийства вызвали новую агонию, которая выплеснулась в поле нулевой точки, и все опять пошло по кругу. Ведь зло порождает зло. О, как я конвейерность FNAF объяснил. Вот такая вот теория, которая с одной стороны действительно очень многое объясняет, а с другой является прям апогеем вот этого ремнантного направления, в которое ушел FNAF. Мальчик меняет реальность под себя. Дальше этого уже просто некуда. И непонятно, это только он такой особенный, или во FNAF все так могут. И если все... Алло, Капканыч? Алло, да. Слушай, я, конечно, не до конца уверен, но я думаю, что ты не виноват. Понимаешь, существует поле нулевой точки, и вот все, что ты в него загадаешь, непременно сбудется. И таким образом ты можешь все исправить. Ты можешь пожелать снова стать добрым, пожелать вернуть всю свою семью, ну или пожелать машину времени, чтобы вернуться в 1983 год и спасти своего сына. Все зависит от тебя. Что же ты загадаешь? Хочу, чтобы голова тряслась. Чё? Напоследок, хотелось бы сказать, подпишитесь на Бусти, ведь там я выкладываю эксклюзивные не вышедшие материалы, новости по каналу, и буквально на днях там выйдет подкаст о создании видео книги про Мишку Фредди. Н-подкаст. Более того, на 4-м уровне подписки бустерам рассылается уникальный энтаймерский мерч. Первая партия мерча в виде кружек с историей канала уже была разослана в разные уголки России, и больше таких кружек не будет. В честь выхода нового видоса теперь там будут рассылаться коллекционные DVD-диски со всеми моими видосами по FNAF. Это и как ностальгический сувенир, и посмотреть видосы можно будет в случае блокировки YouTube. Так что не упускайте возможность и подписывайтесь прямо сейчас на Бусти, дабы ничего не пропустить. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте про клевые подарки в War Thunder. Ссылка все еще в описании. FNAF!